Здравствуйте, всем привет, всем рад вас приветствовать на канале Вальса. У нас с вами прохождение игры Silent Hill 2 ремейк. К сожалению, сейчас записывать видео стало сложно. Некоторые проблемы организовались, но мы их активно решаем в дальнейшем, чтобы делать качественный контент. Начнем. В прошлой серии мы какой-то музыкальный аппарат запустили, насколько я помню, который нам дал какой-то ключ, который нас пустил, в принципе, в этот дом. Вот. Как-то у меня чуть из памяти подстерлось из-за нахлынувших проблем. Также хочу поздравить девушек с небольшим опозданием с 8 марта. Пожелать им улыбок, счастья, красоты, всего самого доброго и хорошего. Вот, опять же, с опозданием 9 марта, может быть, даже 10 марта выходит это видео, но вот так, как можем. С праздником, начинаем. Три звонких монеты, отверстий 5. Под деревом дева легла отдыхать. За деву ветер гуляет свободно, цветочек один растет беззаботно. И муж благородный явился тот час, в лунном свете сверкало золото глаз. Какой-то стих, ну и, соответственно, надо нам вложить будет сюда 5 монет, там какая-то дева будет лежать. Ах, это про нас, видимо, история. Нас уже встречают, под нас сделали головоломки. Мы же пришли за девой. Мы вот всадник, прискакали, сверкающий глаз, все дела. Так, что тут можем почитать? Это, походу, ключевое место, и оно подпевается, кстати. Такой звук был. Да. Либо тут что-то еще и лежит, а мы это пропускаем. Так, у нас, как обычно, темень. На ютубе я посмотрел ролики, как бы темновато, поэтому придется нам яркость-то еще подвыкрутить. Правильно? Так, где у нас яркость? Подвыкрутим яркость, дабы на ютубе было не так темно. Так, как будто размытие какое-то появилось. Как будто кто-то настройки переделал. Толщина, цвет прицела, счетчик боеприпасов, графика, экран. Разрешение, ограничения, генерация кадров. Размытие отключено, режим графики по умолчанию. Ну, вроде все то же самое. Так, заперто. Заперто. Оттуда, насколько я помню, мы пришли. Тут тоже заперто. Тут бумажек валерьяночки нет. Опа, тихо, кто там скребется? Радио начинает скрипеть. Какой-то там злодей сидит, походу. Патроны. Вот патроны нам начали активно выдавать, намекая на то, что придется стрелять. Нет предметов. Какая-то там дребедень есть точно. Так, тут посмотрели, закрыто. Тут что, может, записка какая-нибудь в ящике лежит? Бутылек у нас тут лежит. И записочка, да. Прочитать. Уважаемая госпожа, в ответ на вашу жалобу на звук выстрелов из квартиры номер 217 сообщаем следующее. Вышеозначенную квартиру, назначенную, наверное, вышесказанную, какую-то вышеозначенную квартиру, первый раз вижу слово такое, был нанесен визит. Арендатор сообщил, что не имеет собственности огнестрельного оружия и охотно предоставил доступ в квартиру. Оружия или следов использования оружия найдено не было.
При повторении звуков просим обращаться к смотрителю. С уважением, администрация жилого комплекса Вудсайд. Опять Escape, но ладно, мы уже будем сейчас потихоньку отвыкать от этого. Хотя я не знаю, как от этого можно отвыкнуть. Не должно быть такого. Эй! Кто здесь? Ну, у нас много вариантов уже, как бы, как минимум. Хуагра, Фихуа и все товарищи эти. Тихо. Ё-моё! Манекен мой, манекен. Неплохо тебя поставили, я чуть-чуть подиспугался. Но я в этой серии, наверное, буду сильно пугаться, потому что я даже подзабыл, что мы достаточно страшную игру играем. Настолько вот я подотвык. О, да! О, да, вы посмотрите, мы наконец-то его получили. Блять! Ебать нахуй! Твою же мать! Ой-ой-ой, да ты кто? Тихо! Ой-ой-ой! Гадит на пол еще, зараза! Пей! Встречаем ее! Где она? Где? Блядь! Какая же ты жесткая херня! Это вам уже не фейху, а какая это уже... Так, вот теперь она, походу, точно отъехала. Вот у нее текстуры разболтались. Вот это да! Я говорю, я забыл, во что мы играем. Блин. Извиняюсь за вышесказанное. А прочитать ключ к мусоропроводу написано. Как бы к людям это отношение имеет? Это одежда. Это одежда, да. Никому это не относится, вот только к данной вот этой бродячей чепухе, я не знаю, как еще назвать даже. Настолько испугался и потерял дар речи, что не могу придумать название. Так, а фонарик у нас... О, он бесконечный, нужны батарейки, конечный. Всяко теперь будет получше. Только яркость подняли, ну. Я думаю, в любом случае не помешает. Он не похоже на мусоропровод. Падла какая. Почему она не могла выпрыгнуть раньше? Ее цель нас убить или напугать вообще? Это... Так, ну там внизу вроде не было мусоров и проводов. Поэтому пойдем сюда, наверное, сразу. Да все-то тут закрыто. Опять патроны. Вот патроны, это хорошо. Ну дайте... Почему этого не сделали? Вот она так стоит, ее прям... Ах, туда скинуть, ну прям просится. Как дать по ней? Так, а неужели у нас мусоропровод был внизу? Может быть, ты? Нет. Ну так... Может быть, ты? Ой, я забыл, что стекла можно у нас выбивать. Ух ты. Ух ты, ух ты. Блин, что-то я прям так напрягся после этого прыжка, что даже рассказать-то ничего не могу и сказать.
просто обезмолвлен. Внимание, мусоропровод не работает. Просим не использовать до устранения неисправностей. Но его по-прежнему используют вот эти жидкие, бродящие, просто гадкие манекенши и сухофрукты все вот эти. Они просто не стесняются, они гадят не то, что они до мусоропровода не доносят уже, они до забитого. Они уже просто давят просто посреди квартиры. Ну, как бы, ну что тут можно сказать еще? Как это интересно понимает, что мы подъехали и пора складываться. Так. Кто здесь? Мы слышим по радио, что тут кто-то есть. По радио слышим. Убийство детей Локин. Виновник покончил с собой в камере. Утром 22 числа Уолтер Салливан, виновный в недавнем убийстве детей, был найден мертвым в своей камере. Преступник покончил с собой. По сообщению полиции, причиной смерти послужила кровопотеря, вызванная нарушением целостности наружной еремной вены. К нам никто не придет сейчас вот так, пока мы читаем? Рана глубиной около 5 сантиметров нанесла ложкой. Салливан был взят под стражу 18 числа по подозрению в жестком убийстве Билли и Мириам Локейнов. Одноклассник Уолтера Салливана, вместе с которым тот учился в родном Плентас-Ривере, уверяет, что хотя Салливан не был похож на детоубийцу, незадолго перед задержанием преступник впал в панику. Он кричал очень страшные вещи. Он меня убьет, он хочет меня наказать. Это чудовище, этот красный дьявол, прости меня, это я. Но я не виноват, вспоминает он. Вообще, конечно, он был тот еще псих, заключил бывший одноклассник убийца. Ну, короче, вилкой в глаз или в попу раз. Только тут ложка была. Кто здесь? Кто-то здесь. Дубину достал. Ты где? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Это как будто вот отсюда выпрыгнет. Я говорю, по-любому выпрыгнет. Вот оно, вот оно. Это из-за тебя вся суета. Радио напоминает, как будто какая-то частота удмуртская, где они вот на этих губных гармошках местных играют. Ну, не гармошках, как ее забыл. Бing-бяу-бяу. Вот как будто это радиотрансляция такого концерта, и просто качество очень плохое, помехи, и из-за этого плохо слышно. А почему у нас тогда, кстати, радио не шумело, если там это стояло манекенщица? Что за подставы такие вообще? Понимаю, там напугать, но вы же сами правила тут задаете нам, по которым мы играем. Сами их нарушаете. Но если, опять же, брать в расчет, что это какая-то демоническая сила, то она может, наверное, в какой-то определенный момент вселиться в ту или иную шнягу. Блядь, да что ж такое, блядь-то, ебаная рота! Охуеть не встать! Где радио-то? Почему оно только сейчас заработало, блядь? Ебаный ты я вас сама ля-ля-бе-ре-ре. Смеется еще над нами. Ваха, как тебе смешно-то? Вот как тебе может быть смешно? Нам вообще не смешно. Добивай ее. Вот это да! Ой-ой-ой. Я вот сейчас с холода пришел. И резко согрелся вообще после вот таких движений. Ну, ты точно готовы уже? Все? Зачем мы вообще сюда заходили? Тут нет ничего даже полезного.
Так, ну пока пить не будем. Колоться тоже не будем. Дайте хотя бы бумажку, газетку какую-нибудь. Мы за что страдали-то вообще сейчас? Просто полные штаны такой же кураги, какую они делают. Ничего. Мы просто зашли сюда, чтобы получить по щам и, короче... И, может быть, я от страха забыл, что я тут что-то взял. Но это просто... Это что это было? Зараза. Все, я никого не боюсь, давайте, я уже... У меня уже ваши пугалки вообще... По барабану мне ваши пугалки. Ать, пальчиком. Ать, пальчиком. Оба, оба. Понял. Козел. Просто ногой по пальцам. Я как бы буду стараться в синематиках не говорить, но я тут... Здесь ребенок? Да это не ребенок, это ты нормальное название для ребенка. Нормальный ребенок не сделает так. Это просто что за паскуда? Ёпта! И там хоррор. Вообще меня со всех сторон все пугает. Прерываемся на небольшую паузу и потом начинаем дальше. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Но продолжаем мы не просто так. Сейчас вы слышите мою озвучку моей же серии. Потому что какого-то черта, после того, как я трижды подряд обосрался, мой микрофон решил просто отлететь. Просто отлететь и, ну, сказать до свидания. Я этого не увидел. Я прерывался на паузу сразу после того, как я обделался. Вы могли, может быть, услышать в видеоролике, что я еще что-то, еще раз пугаюсь непонятно чего. А я вам расскажу, чего я еще испугался, помимо того, что в игре произошла ситуация. Непосредственно в тот момент, после того, как я пару раз испугался, я перевел свой взгляд на входную дверь. Чтобы вы понимали, я живу в крошечном одноэтажном доме со своим товарищем, соседом. Вот. И в этот момент мой сосед возвращался домой, и он увидел в эту стеклянную дверь, что я сижу, делаю запись игры, и он побоялся меня беспокоить, и поэтому просто встал молча у двери и стоял, смотрел, когда я закончу. Я же после всех вот этих движений, после всего этого хасла, я просто сидел. У меня как бы есть отдельная комната своя, но приходится сидеть в общей комнате, потому что все настолько плохо сейчас, что нету денег даже купить себе стол компьютерный, нету денег, чтобы купить себе монитор, даже 1080 какой-нибудь. Мне приходится сейчас все, весь контент вот этот пилить, подключать ПК просто к телевизору и делать запись. Запись телевизора, и сидеть в общей комнате, как бы не в своей комнате. Вот. И как бы вот, да, я сидел, писал в вот большой комнате, в которой как раз находится у нас выход из дома. Смотрел в телевизор, и я, в принципе, буквально в метре, в полтора от этой двери сижу, и телевизор, вот, грубо говоря, прямо, а дверь справа. Если вы повернете голову направо, там, градусов на 30-45, примерно вот в том положении у нас стоит стеклянная дверь, в которую лицом просто уперся мой сосед в темноте. Прислонился к этому стеклу и стоял, смотрел на меня молча, там, ни чуть-чуть даже не постучал, не поскребся там. Просто молча смотрел, вот. И я зафлексил третий раз. И вместе с этим же зафлексил мой микрофон. Так что вот так вот. Поэтому я сейчас сижу и записываю звуковую дорожку.
под это видео, чтобы вы не скучали. Вот, надеюсь, в дальнейшем это у нас такого не повторится уже, потому что как бы опыт, плохой опыт, но все-таки опыт делает меня сильнее, делает меня лучше, делает наш контент в дальнейшем тоже более качественным, хорошим. Так. Сейчас я испугался того, что происходит у нас в видеоролике, в видеоряде, который я записал. Там какие-то голоса. Какая-то открытая дверь. Так, я начинаю погружаться, даже смотря свое прохождение, я начинаю опять погружаться в игру. Ведь такое ощущение, что как будто там что-то сейчас пробежало. Так вот, тиховато я слышу саму игру. Как бы сделать погромче, но вроде все на максимум. И грустно. Запись очень тихая получилась какая-то. Вот, конечно, было бы прекрасно, было бы замечательно иметь целых 2 монитора, на котором я бы мог играть, а на другом у меня бы был как раз и OBS, и все вот эти приколюшки, все настройки отдельно выводились. В дальнейшем и чат для стрима. Но приходится пока вот такими способами выживать. Я уже терпеть не хочу. Понимаю, что возможно даже для меня это убыток, ущерб, то, что делаю такой контент, что на порядок ниже он, я честно отдаю отчет, на порядок ниже, чем у других ребят, даже нулевых вообще можно найти ребят с 0 подписчиков, с 0 просмотров, у которых будет контент просто на голову, на 2 выше. Вот чисто вывозим на харизме, на характере, на мужика, как говорится, вот. Потому что, тянуть я тоже больше не хочу, уже столько лет прошло, и сейчас я вижу, что вот моя мечта, она близка, и сейчас есть возможность чуть-чуть реализовывать себя вот в этом медиапространстве. Не помню, возможно, как раз-таки я в этом отрезке, который получился без звука, я говорил о том, что это была моя давнишняя мечта, и вообще, в принципе, я очень кайфовал всегда с того, что после школки мы забуривались куда-то в гости. Поначалу у меня не было компьютера вообще никакого, поэтому забурились друзья. Садились там по 3, по 4 человека, бывало, и по 5. Кто-нибудь садился один играть, все другие сидели, смотрели, обсуждали все это. И вот до сих пор меня это не отпустило. Те теплые прекрасные времена. Любовь к играм не пропала. Вот, а делиться с кем-то этим тоже хочется, и никуда это не пропадает. К тому же у меня есть друзья, мои близкие, которые находятся от меня далеко. И, возможно, это будет нашим тоже каким-то небольшим коннектом с ними. Вот, естественно, мы созваниваемся, списываемся, но не всегда это получается, допустим, посмотреть ролик с моим прохождением на YouTube всегда можно и всегда получится. И, по-моему, это тоже как бы такой небольшой бонус приятный. Лично для меня и для моих друзей. Вот. Также я вижу в этом большие плюсы, то, что вообще можно пообщаться, улучшить свою речь, улучшить свою читабельность, потому что из-за работы, из-за всего то, что сейчас происходит в моей жизни, читаю крайне мало, общаюсь я крайне мало, работаю я курьером. Все мои диалоги — это «Здравствуйте, вот мой кот», «Здравствуйте, вот ваша еда», «Приятного аппетита», «Всего доброго, до свидания», и все. И это немного печально, как бы, и
благодаря ютубчику буду тоже немного саморазвиваться, в принципе. Рисовать, может, начну. Буду превьюшки сам себе рисовать, на бумаге сканировать и загружать. Сканировать, фотографировать можно просто. Тоже немного уже устаревший. Не знаю, как я буду просто с такими гигантами бороться. Да и, в принципе, бороться-то мне не за что. Не хочу ни за что бороться. Я хочу просто сделать уютный ламповый каналчик, куда и я, и вы сможете приходить после той же работы, после каких-то проблем. И не то, что уходить от проблем здесь. Нет, возможно, некоторые проблемы будем вместе с вами решать. Будем делиться друг с другом. Возможно, помогать как-то будем друг другу. Вот. Но чтобы это было такое приятное местечко, где можно просто почилить, отдохнуть немножко, расслабиться, посмотреть контент. Возможно, у кого-то нет крутого компьютера. Допустим, как у меня. У меня сейчас, в принципе, не самое топовое железо стоит. Вот, в принципе, опять же, есть куча начинающих ребят, у которых уже там и 3 камеры стоит. Одна спереди, другая сбоку, третья сзади, там 4 монитора, супер железо наворочено. У меня тупо коробка железная, которая более-менее что-то, ну, пока что будет тянуть в ближайшие 2-3 года точно. Вот у меня есть энтузиазм, у меня есть желание. Вот у меня есть мышка там какая-то за 500 рублей. Слава богу, что Bluetooth провода не приходится тянуть. Есть клавиатура. Вот клавиатура, наверное, это самое... Нет, ну, самый дорогой ПК, конечно. Но клавиатура достаточно дорогая была в этом сетапе. Что очень давно мечтал тоже о механике. Хотелось вот это приятное нажатие. Хотелось подсветочку. Вот, и крутилочку хотелось для громкости. Потому что всегда тоже... Когда были колонки, мне очень нравилось удобство, которое они предлагают в плане вот этих крутилок. Тебе не нужно там FN-ки какие-то нажимать, ты просто покрутил рычажочек, причем он настраивается достаточно приятно. Крутится достаточно приятно. И контролировать его, мне кажется, куда проще, чем что-либо. Вот, чем стрелочки, типа ты сидишь по клаве, по этой, типа когда тебе надо очень сильно увеличить громкость, там по этой кнопке сидишь и долбишь, а когда надо чуть-чуть, там ты по одному нажатию сидишь еле, а тут ты быстро крутанул, поставил то, что тебе нужно, и все. Ну не знаю, тут как бы у каждого свои предпочтения. За окном у кого-то музыка играет, не знаю, слышно вам или нет. Да, вроде на микрофоне чувствительность показывает, что что-то вроде слышно, что как будто вроде есть шумы какие-то. Надеюсь, вам это будет не очень хорошо слышно. Вот, в общем, как-то вот так. Так, ну я думаю, можно, в принципе, теперь продолжить дальше говорить по видео. Потому что все, что хотелось сказать, сказал. Надеюсь, вы меня простите за то, что с микрофоном у меня такая вот засада получилась. Автоподстава. Буду все очень тщательно проверять. Буду улучшать контент. Обещаю, честное слово, это для меня очень тоже важно. Опа, готов. Вот и первая смерть у нас. Ну ничего, бывает. Я до сих пор не до конца понял, как уворачиваться от них, потому что они абсолютно непредсказуемо начинают атаковать. Ну, а играть вот в этот Dark Souls какой-то, типа там 2 ударил, 1 отошел, тоже не хочется, все-таки игра про другое. Вот, ну,
А может, не про другое, как бы, кто я такой, да, чтобы говорить про что игра. Тут я пытаюсь тщетно ставить монету, которой у меня нету. Потому что мы погибли, начали сохранение. Сейчас мы быстро с вами сбегаем наверх, возьмем вот это яблоко, которое выпало из руки, где свадебное платье было. Соберем все вещи. Быстренько загасим всех монстриков. Ну вот это, конечно, количество комнат меня путает постоянно. Я вообще забыл, что у нас есть карта этого здания. Но, по-моему, либо в этой серии, или в следующей я вспомню. И уже будет получше. Да, причем я уже записал следующую серию. И понял, что звука нет, когда уже собирался выкладывать вот эту серию, начал пересматривать. Такой, а где звук? А звука немая. Просто нет. И вот тоже сидишь, думаешь, что с этим делать, как, почему. Но вот решил все-таки немного рассказать о своих планах, немного рассказать о себе, пока есть такая возможность. Все равно достаточно часто теряюсь в локации, чтобы вам не так скучно было. Неплохо рисует. Решил поговорить о насущных проблемах. Вот недавно попал в аварию небольшую, тоже пришлось отдать денег. И тоже это все грустно, печально. Работа курьером, конечно, классная, дает тебе мобильность, дает тебе возможность куда-то уехать, переехать. Но при этом риски очень большие, особенно если ты работаешь на двухколесном транспорте. Самокаты... Нет, самокаты тоже бывают супер быстро, но я работаю на скутере. Ну вот. Приходится ездить по таким дорогам, здесь уводят, там где я нахожусь. Достаточно резво. Тут ребята такие заряженные, бодрые. Я уже тоже подпривык, как бы, конечно, но вот все равно бывают такие моменты. Причем в этой ситуации был, ну, не знаю, если вызывать ГАИ и разбираться полностью, не знаю, кто точно был бы виноват, я или он. Но я посчитал, что все-таки больше моя вина, потому что я сам, когда ехал, я думал, что зачем ты так едешь? Нужно ехать помедленнее, поаккуратнее. Вот поэтому я свою ошибку принял, как бы я не умею доказывать человеку его неправоту, когда я сам не прав. Понятно, что бывает оба неправы или еще что-то. Но в данной ситуации почему-то я посчитал, что я конкретно совершил ошибку. Вот, потому что сейчас закончилась зима, дороги присыпаны, осталась присыпка вот эта с солью, с песком, как бы в России это все достаточно быстро, оперативно убирают. Здесь же такого нет. Вот, и на обочинах просто лежит вот это везде соль, песок, вот этот мелкий гравий. И я на нем затормозил, как бы я не учу. Я понимал, что он есть, я понимал, что тормозной путь на нем может измениться, но я все равно ехал там по пробке 30-40 км в час, и это оказалась фатальная ошибка. Надо, если ехал бы 10-20, там вот было бы самое то. Но я торопился, опять же, из-за того, что в нашей фирме, в которой мы сейчас работаем, произошли некие изменения. И у нас поменяли приложение, у нас поменялась система рейтинга, и очень жестко стали относиться к курьерам. За любой пропуск, за любое опоздание тебя понижают рейтинг. А от рейтинга у тебя зависит то количество часов, которые ты можешь взять себе работать. То есть, если у тебя низкий рейтинг, ты не можешь вообще практически, грубо говоря, выйти на работу. Вот у меня был низкий рейтинг из-за того, что я зимой не работал. Вот. И сейчас этот рейтинг приходится восстанавливать, катаясь просто сломя голову, рискуя своей жизнью, чтобы просто были часы поработать. Вот я на эту неделю, сейчас 10 число, когда это озвучиваю, на эту неделю у меня вот на данный момент есть всего 2 рабочих часа.
То есть, как жить при таких условиях, как поднимать свой рейтинг и вообще что-либо делать, когда у тебя 2 часа рабочих из 7 рабочих дней, и это вопрос достаточно интересный. Но вроде сейчас решаю его очень активно. По всем фронтам поднимаем, делаем левел-ап. Надеюсь, это не будет мешать выходу видео. Буду стараться выкладывать одно видео, может быть 2 в день, но пока что 2 мне, конечно, тяжело представить, а вот по одному буду стараться. Вот. И в целом, пока вот я это все рассказывал, хотел вроде по видео поговорить, а по видео-то и не успел даже поговорить, столько вот проблем накопилось, и, видимо, столько у самого в голове сидит, что даже 20 минут вот не хватило. Тем не менее, я уже буду сейчас закругляться, насколько я вижу и понимаю. Поэтому хочу вас поблагодарить за то, что смотрите, за то, что прощаете вот такие небольшие косяки, за то, что поддерживаете, за то, что смотрите. Мне это очень приятно. Мне было очень приятно побольше вам открыться сегодня, побольше рассказать о себе, вообще о своей ситуации, которая сейчас со мной происходит в целом. Вот, и буду с нетерпением ждать вас в следующих роликах. До встречи в следующих роликах. Благодарю еще раз. Пока-пока.